Вот такие звуки издает вентилятор блока климата. Приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим одну из неисправностей блока климата BMW X5 E53 кузов. Неисправность заключается в том, что вентилятор, который встроен в блок климата, начинает издавать посторонние звуки при понижении температуры. Сейчас здесь появится отрывок видео, на котором будет слышен звук вентилятора, который издает блок климата. Сейчас мы приступим к устранению этой неисправности. Для этого нам понадобится снять блок климата. Ссылку на видео о том, как снять блок климата, я оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. А сейчас мы перейдем ко второй части, когда наш блок климата уже снят. Блок климата мы сняли. Сейчас приступим к его разборке. Первым делом нам нужно снять декоративную планку наружную. Снимается она достаточно просто. Здесь есть такие пластиковые фиксаторы. 1, 2, 3, 4. И сверху 1, 2, 3, 4. Снимаются они также от руки. Далее нам нужно пройти металлические скобы с одной стороны и со второй стороны. Нажимаем на металлическую скобу и выводим пластиковую рамку. Рамку можно снять, отложить. Вентилятор, который издает шум и звуки посторонние, находится вот здесь, в этом месте. Вот более крупней. Далее приступим к разборке блока климата. Нам понадобится отвертка. Нам необходимо поддеть наружную рамку, вот эту вот рамочку нашего блока климата, в местах, где есть пластиковые защелки. Одна, еще одна. Здесь вот второй фиксатор пластиковый. Переворачиваем на вторую сторону. Здесь у нас одна защелка пластиковая. Поддеваем. Вторая пластиковая защелка. Здесь еще одна пластиковая защелка. И последняя. Так, здесь у нас опять защелкнулось. Помогаем. Здесь также. И рассоединяем блок климата. Пластик можно отложить. Вот наш вентилятор, который издает звуки посторонние. Вот наш вентилятор крупным планом. Сейчас я попробую прокрутить, и будет слышно, как он шумит. Надеюсь, шум было слышно. Далее снимаем его вверх аккуратно. Так он у нас выглядит. Нам понадобится одеколон или спирт и ушная палочка. Наносим одеколон на ушную палочку. Есть. И протираем корпус нашего вентилятора.
Также нам нужно протереть сам вентилятор. Сейчас я сделаю фокус на вентилятор. И протираем корпус вентилятора. Вот сколько грязи удалось снять с вентилятора и корпуса вентилятора. Сейчас еще пройдем внутреннюю часть. Аккуратно, чтобы не повредить вал. Так. И снимем грязь с лопастей самого вентилятора. Здесь также очень много грязи, пыли. Вот, хорошо видно. Вот это все грязь. Добавим одеколона. Соберем грязь на наружной части вентилятора. Сменим палочку. И еще раз начисто пройдем крыльчатку вентилятора. Так, после того, как мы очистили вентилятор от грязи, его можно установить на место. Аккуратно заводим вал в посадочное место. Готово. Далее можно собирать. Дополнительно можно собрать грязь на датчике. Аккуратно, чтобы его не повредить. Здесь тоже всегда много пыли, грязи. Достаточно. Далее приступим к сборке. Устанавливаем заднюю пластиковую часть нашего блока климата. Заводим аккуратно в посадочное место нашу плату. Вот так. В таком положении. И защелкиваем. И проверяем, все ли защелки на месте. Снизу 1, 2, 3, 4. И верхняя часть 1, 2, 3, 4. Далее можем устанавливать наружный пластик. Заводится он с задней части корпуса. Так. И фиксируем его. Необходимо, чтобы все защелки пластиковые попали в свои посадочные места. Снизу 1, 2, 3, 4. И верхняя часть 1, 2, 3, 4. Все, можно устанавливать блок климата на место. Заводим блок климата в таком положении. Подключаем самый мелкий разъем. Далее подключаем черный разъем. Устанавливаем его и фиксируем скобой. Есть. Далее подключаем синий разъем. Устанавливаем его в посадочное место.
И защелкиваем скобу. И устанавливаем на место последний разъем. На 3 контакта. Защелкиваем его. Проверяем. Разъем на месте. Далее аккуратно заводим наш блок климата в шахту, в посадочное место. Направляем провода. И защелкиваем блок климата. Далее нам нужно подключить клемму аккумулятора на место. Ссылочка на видео уже есть в описании под этим видео. И проверяем. Включаем зажигание. Теперь работа вентилятора. Слушаем. Можно выключать. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале. Всем пока.